Всем привет-привет, с вами Алена, я показываю своего красавчика в деле. Честно сказать, аппаратик прям кайфовый, я прям балдею, потому что он такой черненький, там все крутится, есть табло со скоростью, в общем, все классно. Поэтому выставляю обороты на максимум, беру свою любимую фрезу и начинаю снятие. Сегодня буду делать маникюр себе. Как маникюр? У меня в планах, кстати говоря, показать 4 варианта наращивания разными способами. Но мой будет весьма изысканным в кавычках, потому что я решила схитрить и сделать так, чтобы потом можно было все снять. Но пока не об этом. Давайте вернемся к моим ногтям. Я выполнила снятие, и теперь мне необходимо подготовить ногти к наращиванию. Для этого, конечно же, нужно убрать свои натуральные. Наверное, кто-то там сейчас с той стороны экрана подумает, зачем она спиливает нормальные ногти. Знаете, бывает такое, когда надоело и хочется убрать и сделать короткие. Это был тот самый случай. Я давно хотела вам показать обзор своих, так скажем, must-have'ов, потому что много спрашивают, что за пилки, что где берешь и так далее. В общем, у меня есть 2 варианта пилочек. Это вот такая прямая, она от Nippon Nippers, и у нее вспененная основа есть. И вот такая вот пилочка в форме банана или бумеранга от Tatis. Я ее тоже периодически использую, но чаще для натуральных ногтей, потому что у нее основы не вспененные. Хотя есть вспененные, но просто у меня только такие сейчас есть в наличии, надо дозаказать. Дальше, бафик здесь все стандартно, приклеиваем по необходимости. И теперь инструменты для кутикулы. У меня их 3, об этом чуть позже более внимательно. Дальше фрезы, в основном я использую примерно вот такие. Это твердосплав и 2 алмазки. Естественно, кусачки. Могу на твизерах, могу на ножницах, но всей душой люблю именно кусачки. И кисточка с AliExpress, это уж понятно, по-моему, я 100 раз про нее говорила. И дальше вот такие странные кусачки для того, чтобы стричь ногти. Они прикольные в плане того, что у них изогнутый кончик вот этот вот, и очень удобно убирать вот так уголки, как я сейчас убираю, потому что мне не хочется их пилить. Это слишком муторно и не очень приятно. В общем, после того, как мы убрали все уголочки, нужно подпилить свободный край. И тут начинается страшное. Многие подумают, что я сейчас буду творить непотребные вещи, но пилочку нужно поставить не под ноготь, не перпендикулярно, не побоюсь этого слова, а именно завалить немножечко на ноготок, потому что нам нужно будет открыть гипонихий. Нужно будет открыть вот эту часть, которая кожица растет из-под ногтя. Я сейчас покажу чуть-чуть подробнее. Да, вот здесь на безымянном пальце ее видно. И это нужно для того, чтобы впоследствии было удобно поставить форму. Кстати, обратите внимание, как с моей основы легко стряхивается лишняя пыль. И это говорит нам о том, что пилка действительно хорошая. Это значит, что она не забивается. Дальше мы наклеили бафик и прошлись по поверхности, чтобы все было матовое, красивое. И теперь буду показывать разные способы отодвинуть кутикулу. Первый — это стандарт апельсиновая палочка, которая есть у всех. Это одноразовый инструмент, и косяк этого инструмента только в том, что он одноразовый, потому что я не очень люблю много мусорить. Я хочу, чтобы этого было поменьше. А так вполне она хорошо себе справляется. Дальше идет альтернатива апельсинки. Это вот такой вот металлический стилус. Так его назвали производители. Он очень похож на апельсиновую палочку, но он из металла, и, соответственно, его можно обрабатывать и стерилизовать. Выполняет он все те же самые функции, очень хорош в работе с налипшей кутикулой, как, например, у меня, тонкая, сухая и вообще просто, по-моему, проклятая кем-то, потому что работать с ней такое себе удовольствие. Но стилус прекрасно с этим справляется, равно как и апельсинка. То есть я не отдаю предпочтение прям только одному какому-то инструменту. И дальше старичок, просто самый мой любимый, наверное, из всех пушев, это вот такой закругленный с топориком. Главное в пушере, чтобы он был хорошо заточен, чтобы он был остренький и скользил. На мой взгляд, этот инструмент самый безопасный из всех, потому что им невозможно войти под кутикулу далеко, то есть травмировать себя не получится. Фокус вышел из чата, естественно. В общем, после того, как вы отодвинули, можно сработать еще топориком и счистить птериги с ногтевой пластины. И в итоге мы получаем 3 ногтя, обработанных абсолютно разными инструментами, но совершенно чистых. То есть, они выглядят немного
по-разному, но в общем и целом ногти подготовлены к работе с фрезой. Дальше я люблю использовать дегидрирующую присыпку. Слава тебе, Господи, услышали мои молитвы и сделали эту присыпку, то есть больше никаких присыпок от подгузников, а специальная. Она и антибактериальный эффект имеет, и дегидрирующий. В общем, все, что нам нужно. После того, как присыпку мы стряхнули, я беру, внимание, педикюрную фрезу. Это педикюрная капля с красно-синей насечкой. Мне она нравится, потому что она счищает потеряги, поднимает кутикулу и сразу чистит валики. Потом нужно взять какое-нибудь пламя. Почему у меня такое пузатое, я не могу сказать. Наверное, такой попался в наборе. Обычно более таким тонким пламенем работаем, с меньшим диаметром, но не суть. Там главный острый кончик и просто дочищаем труднодоступные места. Дальше кусачки. Я показала номер, отмотайте, кому интересно, заскрините, потому что вопросы на тему того, какие у тебя кусачки, просто меня скоро сведут, наверное, с ума. Это самый популярный вопрос, поэтому записывайте и переходите по ссылке, даже на скидку оставлю, все там уже давно есть. Кусачки люблю, почему? Потому что с самой тонкой кутикулой, например, такой, как у меня, они справляются на ура. Только посмотрите, какие тоненькие, хорошенькие колбаски они срезают. Тут макро-шмакро, и поэтому все выглядит, так не очень презентабельно, но на самом деле маникюр примерно так у всех выглядит на этапе его совершения, это нормально. И тут самое главное вовремя остановиться и не пилить эти белые полосочки везде, где попало, и не распиливать точки вроста. Вот так выглядят зачищенные ногти мои. Это мой максимум, и больше я зачищать не буду, потому что у меня тонкая чувствительная кожа, потом будет плохо. Дальше вы можете наблюдать на моих ногтях полную дичь. Чуть позже я объясню, что это такое я нанесла за основу. Это мой неудавшийся лайфхак. А сейчас я показываю гипонихий, про который я хотела рассказать. Вот так я его пилкой открыла, и это совершенно не больно. И этот прием используется в профессиональных техниках наращивания для того, чтобы правильно подставить форму. Ведь нам нужно ее подставить не под гипонихий, а на него и под ноготь. Вот сейчас я показываю, как будет выглядеть под гипонихий. То есть получается вот такой вот зазор. Клиенту, кстати говоря, в этот момент будет больно. И у вас изнутри будет очень большая ступенька. А вот так мы ставим ее на гипонихий и под ноготь, то есть вот в этот вот стык. И тогда наращивание у вас встанет правильно, не будет вот этой супер ступеньки. Естественно, нам нужно подрезать форму, чтобы она имела линию моей улыбки, вот мою линию моего свободного края, для того, чтобы везде все вставало. Как видите, у меня до сих пор не встало, поэтому я подрезаю еще глубже, для того, чтобы точно никаких зазоров не оставалось. Честно, первое время подрезание формы это, по-моему, какое-то проклятие. То есть сначала ты просто это ненавидишь, потом тебе начинает это нравиться. Буквально 10-15 наращиваний, и все будет хорошо. Дальше ищем серединку, центральную ось, чтобы она совпадала вот с этой центральной жирной полосочкой. Если ваша полосочка с первой фалангой не совпадает, это значит, что ноготь будет куда-нибудь косить. После этого необходимо сделать надрезы из точек роста, или из точек роста, кто там как их называет, короче, с того места, где ноготь заканчивается и должен продолжаться уже с помощью формы. Вот таким образом примерно это должно выглядеть. Единственное, что, конечно, себе и на камеру это отсущий. Ну ладно, дальше я взяла гель, тот, который просто был под рукой, поэтому не спрашивайте, почему голубой, хотя, в принципе, выглядит очень прикольно. Нам нужно выложить подложку. Это техника с салоновым наращиванием, то есть это никакие не арки, там, не что-то там, не высшее искусство, короче, невысокая мода. Вот, кстати, гель, если кому интересно, Nail Republic называется. Мы выложили тонкую подложку, просушили ее и дальше дорабатываем необходимый объем для того, чтобы не было сбоку провала. Я работаю кисточкой синтетикой, двоечкой, потому что она тоже мне просто подвернулась под руку, можно плоской сработать. Дальше специальные кусачки, которыми мы зажимаем арку для того, чтобы она была изящной, чтобы ноготь не выглядел плоским. После этого проверяем нашу арочку, она вполне себе такая натуральная, и нам нужно подпилить наши параллели, их нужно поднять. Единственный нюанс, который я не учла, еще раз говорю, я хотела схитрить, и я нанесла Skin Defender на ногти, поэтому они так странно выглядят. Я думаю, что многие уже догадались, потому что я подумала, что я наращу на него и потом просто сниму ногти. Но не тут-то было. В процессе подпиливания
параллели я поняла, что нужно пилить очень осторожно, это было крайне неудобно, и в итоге я не смогла вычистить вот эти вот точки вроста бачка, и получилось нечисто. И на самом деле где-то на этом ногте, именно на первом, я уже подумала, что я зря все это затеяла. Но цель этого видео — показать варианты наращивания, поэтому у нас все получится, но не так, как я хотела. В моей голове это было намного идеальнее, но Skin Defender внес свои коррективы в мою работу. А суть такая, что мы подпилили подложку, и нам остается просто выложить гель с выравниванием в технике без опила. Любая, даже самая безопильная техника для меня на самом деле является опильной, потому что я не могу оставить так, мне все равно хочется что-то доработать. А в моем случае еще и доложить гель, потому что у меня никак не получилось его выровнять, он у меня постоянно убегал из этого Skin Defender. Как видите, в районе кутикул он ложится просто отвратительно. Поэтому примите мой опыт и не делайте так, как я, это очень-очень неправильно. Дальше осуществляем поверхностный опил в нашей супер дофига безопильной технике, потому что, как я уже говорила, что не может быть она на 100% безопильной, что-то где-то захочется подправить. В общем, я корректирую снова параллели, убираю лишний объем, понимая, что весь мой Skin Defender стал отваливаться, и у меня тут же на глазах идут отслойки. Но если проигнорировать это состояние, то в общем и целом ноготочек получился очень даже симпатичный. Единственное, что боковые и зоны кутикулы выглядят максимально отвратительно, на мой взгляд. В этот момент я жутко расстроилась, но потом подумала, что раз уж я начала, надо продолжать. Поэтому берем верхние формы. Тут я снова сделала ошибку, я очень давно хотела именно эти формы попробовать на себе, но, арочные мне совершенно не подходят, потому что ноготь получился вверх. Все-таки арочные формы лучше использовать на более арочные ногти, а не на мои вот эти вот плоские лепешечки. Тут все просто, подбираем форму по размеру. По размеру это когда она чуть-чуть больше, чем ваша ногтевая пластина. Дальше берем полигель, у меня вот такой красивый оттенок от соты. И берем обезжириватель, кисточку для акрила я очень люблю использовать. И дальше ставим форму. Вот тут я столкнулась со сложностью, потому что я понимала, что мой ноготь будет торчать вверх, потому что слишком они арочные. Но было уже поздно, и цель была просто показать именно вариант наращивания на верхние формы. Себе тоже, опять-таки, такое себе удовольствие. Но, в общем и целом, смотрите, достаточно быстро, очень тонкий, красивый, изящный ноготочек. Останется также немножко скорректировать. Эту технику часто зовут безопильной, но, еще раз говорю, она таковой не является. Тут в ход идет моя любимая малышка с черной насечкой, и Skin Defender начинает на нее наматываться. Тут я вообще просто была в шоке. Я этого вообще никак не ожидала. Решила доработать с пилкой. Поняла, что с одной стороны мне не хватает, опять-таки, полигеля, поэтому я его докладывала. Я не знаю, что это был за такой странный день, когда у меня везде с одной стороны не хватало. Может быть, мне что-то отсвечивало, потому что я снимаю под 3 лампами на 2 штативах. Такое себе, знаете, мероприятие. Там на самом деле делаешь и практически ничего не видишь, потому что тебя слепит. Я после работы сижу какое-то время с закрытыми глазами и жду, когда перестанет вот этот вот зайчик в глазах светить. В общем, дальше корректируем длину. По сути своей тоже особого опила нет, но тем не менее какой-то мелкий, так скажем, геморрой случается. Дальше выравниваем толщину стенки, потому что они должны быть тонкие. Прорабатываем все, что нам не нравится. А не нравилось мне в этот день очень много чего. Главное, что есть удобная фреза. Вот без такой фрезы, вот без маленькой, даже за верхней формы вообще не беритесь. По верхним формам, честно говоря, у нас гуру это Кидяева, на мой взгляд, поэтому, если кому интересно, у меня даже есть видео, как мы с ней эти ногти наращивали мне, поэтому переходите и смотрите. Вот так вот выглядит мой ноготочек, но, опять-таки, если не считать того, что там вообще просто кошмар с этой кутикулой. Ладно, не будем. Я уже больше не могу. Я смотрю и плачу сейчас. Дальше, следующий вариант наращивания у меня был, это американские типсы. Кто не знает, эти типсы полностью сделаны из геля. Этот гель растворимый, и приклеиваются они также на гель. То есть, по сути своей, ты типсу из геля клеишь на геле, получаешь гелевый ноготь. Такой прикольный вариант. Мне очень нравится эта техника, но на себе делать капец как неудобно. Опять-таки, на клиентах я это делаю за 2 секунды, на себе я снимала несколько раз, и в итоге у меня все равно вытекло, и я поставила эту типсу не так, как хотела. Но я потом, конечно же, ее допилила,
И более-менее нормальный получился ноготочек, но на клиенте все-таки проще. Вот здесь у меня вылезло сбоку, и, конечно, мне это не понравилось. И снова просто вот аллилуйя, благо этой фрезе. Все доработала, убрала, но тут вообще ничего сверху пилить не нужно, потому что ноготь уже готов. Средний меня жутко напрягал, потому что, по-моему, он выглядит ужасно. Самый дурацкий ноготь, который получился, это вот этот. Если что, я не инструктор по наращиванию, да, я проходила многие обучения, но я прям вот до сих пор для себя какую-то любимую технику не выбрала, наверное, никогда не выберу, потому что в одном месте одно делаешь, в другом другое, как бы на каждый ноготь свой вариант. Дальше я решила сделать мультиформы, это такие специальные нити, кто-то называет это стекловолокном, но на самом деле это, конечно же, не так, никакого стекловолокна нет. Но, в общем, раскатала ниточки, нанесла этот гель прикольный шприца. У меня тоже есть видео на канале, ссылочку оставлю, перейдете, посмотрите. В общем, выложила вот эти волоски, раскатала их. Тут главное их аккуратно положить, и задача пропитать волоски полностью вот этим прозрачным гелем. Кстати, недавно смотрела какой-то американский канал, и там они это делают на базу. И подумала, что надо тоже попробовать, потому что гель достаточно густой и тяжело им пропитывать. Может быть, на базу будет легче. Но тут прикол в том, что точки роста встают сразу, все ровно, форму подрезать не надо, вроде как удобней. Но есть другой косяк, тут постоянно вот с этой волосней сидишь, она разлетается, и такое тоже не очень удобное занятие. Но вот как вариант, как альтернативу, почему нет? Есть некоторые случаи, когда я прям хочу именно вот эту технику использовать, поэтому надо стараться уметь все. Поджимать, конечно, их лучше вручную салфеткой, как это делалось раньше. Я почему-то решила попробовать поджать их этими же самыми щипцами, которые использую для геля. Не вариант, потому что тонковато и арка просто перекашивается. Пилкой, естественно, я снова снесла этот Skin Defender. Тут я уже совсем расстроилась, подумала, зачем я начала это все снимать, вообще кому это нужно. Но потом здравый смысл взял надо мной верх. Ну, как видите, мой Skin Defender опять шалит, и я понимала, что я уже ничего не могу с этим сделать, и придется выкладывать гель на то, как есть. Поэтому беру второй шприц, у них они называются nail филлеры. Ну, короче, это просто шприцы с гелем, но упаковка очень прикольная. Снова выкладываю, на 8 секунде он поджимается. Это очень быстрые и горячие гели. Там надо прям работать бегом-бегом. Это экспресс-техника салонного наращивания. Она также идет как безопильная, но, как видите, она очень, очень даже опильная у меня получилась. Дальше, как всегда, выравниваем арку, потому что эти нити не ложатся ни в какую ровную арку. Кто бы вам там что ни рассказывал, по-любому надо ее пилить. Вот. Дальше перекрываем это все топом и смотрим на этот кошмар. Но если абстрагироваться от Skin Defender, если не думать об этом, то в принципе прикольно. Ну, а для чего я его нанесла, собственно говоря, да? Сейчас будет развязка, апогей всего вот этого мероприятия. Вот так он выглядит, если кому-то интересно. Просто заказала первый попавшийся на Озоне, нет, на Wildberries. Ну, короче, где-то я там его заказала, я уже забыла, если честно, где я его заказывала. Это нужно было для того, чтобы я могла совершенно безнаказанно снять ногти. Ну, это я так думала, потому что сейчас, товарищи, я хожу без покрытия, потому что я очень даже наказанно сняла ногти. Вот, этот сошел нормально. Вот тут все было хорошо. Засада случилась на безымянном пальце с американскими ногтями. Вот так он выглядит изнутри. Это у нас указательный палец. Тут было чуть-чуть посложнее. Я нанесла, кстати говоря, Skin Defender специально с затеком на кутикулу. Это делала для того, чтобы гель нигде даже с краешку не прилип. Но были моменты, где он немножко присоединился, и было, так себе неприятно. Честно, после вот этого мероприятия ногти побаливали. Вот так вот это выглядит изнутри. Там остатки Skin Defender. Вот он, страдалец, который сначала очень хорошо отклеился, а дальше он прилип к гипонихию, представляете? То есть там внутри чуть-чуть вытекла база, а так как их база очень, боже мой, мне даже сейчас больно смотреть. Короче, их база очень хорошо держится, и с кожи она просто так не отклеивается. И тут я отклеивала этот ноготь и почти плакала. Это было ужасно больно. До сих пор этот палец ноет, поэтому сейчас я хожу с лаковым покрытием, и, наверное, так и дохожу еще какое-то время, недели-две, наверное, просто буду ходить как есть, потому что сил нет у меня сейчас что-то там покрывать и трогать свои ногти. Дальше пошел мизинец, тут вообще случилась фиаско. Сейчас оно будет, обратите внимание, я оторвала что-то лишнее. Но на самом деле это были остатки базы, которые приклеились к этому Skin Defender, и частично туда попал гель. В общем, слово за слово получилось вот это вот. Ой.
Это ужасное слово, его нельзя произносить. Я его запикаю. Короче, получилось это безобразие. И дальше я решила посмотреть, насколько насколько эти ногти прочные. То есть я стала их проверять, зажимать кусачками. Самый эластичный оказался вот этот американский ноготь, потому что у них растворимый гель, который, ты спиливаешь и потом заматываешь в эту фольгу с ацетоном. Самый жесткий был вот этот голубой, и который был на мультиформах, он вообще дубовый, то есть там самый жестокий гель, это вот в этих мультиформах. А на верхней форме был такой умеренный гель, в принципе, среднячок такой, полигель хороший. Вот, и дальше, чтобы ногти не плакали, я решила их покормить маслицем, потому что плакать хотелось уже мне. И даже сейчас я не могу на это спокойно смотреть. В общем, я очень хочу, чтобы мои старания были оценены, поэтому с вас лайк, подписка, комментарий, хоть что-нибудь, чтобы они быстрее прошли. Я надеюсь, что видео было информативным. В любом случае, я старалась. С вами была Алена. Всем пока-пока и до новых встреч.